На протяжении большей части 2010-х «Игра престолов» была самым большим шоу на малом экране. Сочетание эпического фэнтези, сложных политических махинаций и привычных для HBO откровенных сцен могло показаться рискованным, но вскоре стало образцом успеха, к которому стремились следовать другие студии. Внезапно магия, драконы и выдуманные языки перестали быть уделом гиков, они стали сердцем самого горячего ТВ-феномена. Каждый канал захотел создать свой собственный темный мрачный фэнтези-мир или сексуализированную историю о средневековой борьбе за власть. Привет, мой дорогой зритель, ты на канале Shadow Tavern, и сегодня я расскажу о сериалах, которые попытались скопировать формулу «Игры престолов». Располагайся поудобнее и приятного просмотра. Видеть. Khal Drogo вернулся, и он ослеп. Видеть — это попытка Apple TV+ залететь на все более перспективный рынок потокового вещания, выпустив собственный мрачный, дорогой, жестокий, антиутопический, фантастический сериал. Хотя все действие происходит в далеком будущем, его концепция человечества, потерявшего зрение, а вместе с ним и все современные технологии и удобства, позволяет создать эстетику темных веков и воплотить на экранах историю о враждующих племенах, жестоких культах и борьбе за власть. Apple сделали все возможное, чтобы сравнение с «Игрой престолов» были неизбежны. Даже Джейсона Момоа пригласили на похожую роль воина и вождя племени. В конечном итоге «Видеть» так и увязло в подражании, вместо того, чтобы раскрыть собственный потенциал. Отзывы на первый сезон были довольно слабые, а производство второго и вовсе было под вопросом. Впрочем, следует признать, что сериал, в общем-то, неплох. У него есть свои уникальные идеи и сюжетные решения. Беовульф. Другие же каналы, желающие создать свою собственную громкую франшизу, и вовсе не стали искать именитого автора, дабы заплатить за права на экранизацию. Да и зачем, если можно просто воспользоваться общеизвестными мифами и легендами? У экранизации Беовульфа не самая лучшая история. «13-й воин» оказался печально известным за кассовые сборы, а посредственная CGI-версия Роберта Земекиса кое-как отбила производство. И все же британский ITV рискнул. Этот Беовульф вместо знакомой по мифам борьбы с монстрами погружается в политические сражения за власть в мрачном, жестоком мире темных веков, вполне в стиле Вестероса. Как и видеть, этот сериал тоже сумел ухватить одного из актеров «Игры престолов», Дэвида Брэдли, исполнившего роль Уолдера Фрея. Несмотря на то, что сериал вышел динамичным и в меру зрелищным, ему явно не хватало хорошего актерского ансамбля и, как следствие, внимания зрителей. И фэнтези-версия англосаксонского эпоса завершилась уже после первого же сезона. Последнее королевство. В Вестеросе люди, прибывшие из-за моря, основали 7 королевств, а в раннесредневековой Англии англы и саксы основали свои собственные государства, которые затем, как и Вестерос, подверглись новому вторжению. Хотя, согласен, это не совсем корректное сравнение, ведь Мартин сам при создании «Мира льда и пламени» вдохновлялся историей Европы. События сериала «Последнее королевство», основанного на романе Бернарда Корнуэлла, происходит во время, когда Уэссекс, единственное из бывших 7 саксонских королевств, все еще сопротивляется набегам викингов, а в центре сюжета дилемма Утрода, который, как Тон Грейджой, вырос в плену у врагов и теперь вынужден выбирать сторону между землей предков и теми, с кем он вырос. И, естественно, в это время вокруг бушует борьба за политическую власть. Последнему королевству повезло больше многих. Да, он не столь популярен, чтобы о нем говорили везде, но он достаточно популярен, чтобы его продолжали снимать и с его помощью продавали подписки на стриминг. Первый сезон был совместным производством BBC и BBC America, а к последним к производству подключился уже и Netflix, и в целом «Последнее королевство» можно назвать одним из самых успешных претендентов на звание качественного фэнтезийного эпоса после «Игры престолов». Британия. Sky Atlantic, который в Великобритании эксклюзивно транслировал «Игру престолов», после завершения сериала от HBO решил создать собственную версию сериала, который удержал бы их самую большую аудиторию поклонников темного фэнтези. Британия была создана Джезом Баттервортом, одним из самых известных британских драматургов. Это грандиозное историческое фэнтези с интимными сценами, сражениями на мечах и колдовством на фоне альтернативной истории римского вторжения в Британию. Британия точно так же полна политических интриг персонажей и бесконечной жестокости батальных сцен. Тем не менее, многие зрители, ожидавшие новых престолов, были, мягко говоря, удивлены сюрреалистичным, галлюциногенным стилем сериала. Британия показала очень хороший старт, хотя показатели аудитории и упали к концу первого сезона. И в итоге Amazon отказались от участия в проекте. Тем не менее, Sky нашел способ историю продолжить. Да, теперь это уже не высокобюджетная фэнтези, но сериал сумел превратиться во вполне качественный нишевый проект для своей аудитории.
Изумрудный город. Да, это еще одна попытка переделать классическое произведение по образу и подобию стандарта темного фэнтези. Изумрудный город — попытка канала NBC сделать мрачное, взрослое и остроумное переосмысление детской фантастической книги. В этой версии Дороти — взрослая медсестра, попавшая в страну Оз на угнанном транспорте, на котором она сбивает злую ведьму Востока. А злая ведьма Запада и вовсе опиумная мадам из борделя. Потому что, камон, какая это «Игра престолов» без политических интриг и борделей. Но вся эта эротика, насилие, ведьмы и великаны и ожившие трупы в конечном итоге тоже служат борьбе за власть. Откровенно говоря, в «Изумрудном городе» были просто роскошные, невероятно красивые визуальные эффекты, но вот свою нишу ТВ-шоу так и не нашло и было отменено после первого сезона. Впрочем, я все равно бы рекомендовал его посмотреть как минимум за необычный визуал и свежий взгляд на знакомую историю. Хроники Шаннары были ответом канала MTV на вопрос, что получится, если скрестить «Игру престолов» и «Тайны Смолвиля», ориентировав все это на подростков. Как и все еще не оконченный Magnum Opus, Хроники Шаннары имеют первоисточник. Они основаны на давно ставшей бестселлером серии фэнтези-книг, которая сюжетно во многом повторяет «Властелина колец». Шаннара Терри Брукса способна предоставить действительно огромное количество материала для адаптации, учитывая, что с 1977 года вышло более 40 романов и рассказов. Сериал повторяет фэнтезийный троп о возвращении темных сил, уже не сдерживаемых эльфийской магией. Однако в руках создателей телешоу Альфреда Гоффа и Майлза Миллера эта история превратилась из эпоса в типичное мыло про любовный треугольник. Как и видеть, Шаннара технически происходит в постапокалиптическом будущем. И по сути, сеттинг вообще не имеет значения для сюжета, поскольку мир все равно приобрел все элементы типового средневекового фэнтези. Нужно признать, что Хроники Шаннары достаточно бодро стартовали и столь же неудержимо быстро увязли в шаблонности, в результате чего и были закрыты после второго сезона. Белая королева. Джордж Мартин никогда не скрывал, что его история борьбы за власть между домами Старков и Ланнистеров в значительной степени основана на соперничестве Йорков и Ланкастеров во время войны Роз. Поэтому вполне логично, что руководители телекомпаний, желающих создать собственное противостояние влиятельных семей, обратились к первоисточнику. Но в данном случае не столько к историческому источнику, сколько к серии романов Филиппа Грегори «Еще одна из рода Болейн». Белая королева обеспечила нужное сочетание политических интриг, смертей персонажей и интимных сцен, количество которых в связи с доп-вещанием для американской сети Starz увеличили дополнительно. Очевидно, цель — привлечь аудиторию престолов. Существовала небольшая проблема — откуда взять волшебство в сериале. Но и этот момент решили. Обвинения в колдовстве, которые действительно были выдвинуты против королевы, в сериале превратили в настоящую магию. «Белая королева» получилась неплохим сериалом, но оказалась в странном положении. С одной стороны, она не является достаточно точным для любителей истории, с другой — недостаточно фэнтезийна для поклонников «Игры престолов». BBC решила не продолжать съемки, и «Белая королева» осталась с титулом мини-сериала. Тем не менее, Starz за идею ухватился и сделал еще 2 новые версии по тому же сценарию. Палач-бастард. Еще одна попытка воспользоваться трендом на средневековую эпоху. Это история мести, насилия и, конечно же, политических интриг, действие которой происходит в Уэльсе после восстания против английского короля Эдуарда I в 1294. Сериал был создан специально для канала FX Куртом Саттером, человеком, который стоит за одним из самых популярных сериалов «Сыны анархии». Да что и говорить, в значительной степени он опирается на те же самые темы, что и «Сыны». Бунт, предательство и много-много насилия. Но делает это в средневековых декорациях и в рамках истории о валлийском рыцаре, который принимает облик подмастерья-палача, дабы отомстить людям, разрушившим его жизнь. Получивший похвалу за свою, опять же, мрачность и жестокость, палач-бастард, тем не менее, больше ничем особо похвастаться не смог. Ведь значимого содержания и сюжета сюда не подвезли. Сериал вышел в 2015-м с первым сезоном, после чего был сразу же отменен. И, наконец, «Викинги» — сериал, который чаще других сравнивали и сравнивают с «Игрой престолов», но который не был закрыт после пары сезонов и с попеременным успехом продержался на экранах долго. Возможно, причиной тому стал факт, что «Викинги» успели стартовать почти в начале популярности уже упомянутого сериала. «Викинги», как и «Последнее королевство», используют прекрасную возможность для творчества сценаристов. Истории, дошедшие до нас из так называемых «темных веков», представляют собой смесь фактов и легенд. Фильм был снят для канала History Channel, но «Викинги» лишь перекликаются с реальной историей, перемещая события, произошедшие с разницей в десятилетия, в рамках пары эпизодов, чтобы делать происходящее на экране более насыщенным. Начав с истории восхождения полумифического Рагнара Лодброка от викинга до короля, сериал в конечном итоге вышел за свои первоначальные рамки и охватил события эпохи викингов, происходившие по всей Европе. Хотя сериал и подарил любимую многим захватывающую средневековую борьбу за власть и женщин-воительниц, к телешоу было и немалое количество критики, большей частью по поводу
исторической достоверности и касательно обилию плоских персонажей к последним сезонам. Однако «Викингам» удалось найти свой собственный стиль, не столь яркий, как у блокбастера HBO, но тем не менее это позволило ему выйти из тени «Игры престолов» и превратиться в самостоятельную франшизу. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!